как воспользоваться своими способностями к самогипнозу для того, чтобы в обход своего критического мышления соединиться с какими-то своими внутренними ресурсами, получить какие-то ответы из своего мудрого бессознательного. Для этого можно воспользоваться довольно легкой, простой, понятной техникой, которая очень похожа на технику тройная спираль из НЛП. Но в спираль мы себя будем теперь погружать сами с помощью 3 вложенных историй. Для начала немного можно расслабиться и изменить собственное состояние сознания. Для этого можно просто начать глубоко и размеренно дышать и обращать внимание, как мы дышим. Например, как с каждым вдохом и выдохом воздух, соответственно, попадает в наши легкие и покидает наши легкие. Через некоторое время вы обратите внимание, что ваше состояние, настроение стало другим. Изменилось состояние сознания. Теперь вам нужно прожить 3 истории, в которых вы так или иначе отдыхали и расслаблялись. Это могут быть любые ваши истории, но я приведу какие-то общие примеры. Допустим, история номер 1. Представьте, что вы идете вдоль береговой линии, допустим, на закате. А вы совершенно спокойны, у вас довольно умиротворенное состояние сознания, вы отдыхаете, вам хорошо, вы наслаждаетесь, слушаете шум моря, допустим, и через некоторое время вы чувствуете, что вам хотелось бы прилечь, вы ложитесь на песок, чувствуете, как такая приятная тяжесть и расслабление все глубже и глубже проникает в ваше тело, и как будто бы вы растворяетесь в состоянии, в ощущении расслабленности, тяжести и спокойствия. И вам даже может захотеться заснуть. И вы засыпаете, и вам снится сон. И здесь вы берете вторую историю. Например, вы вспоминаете или представляете, как каким-то зимним вечером вы пробираетесь через снежные завалы, вы идете по сугробам в лесу. Вы уже устали, вы выбились из сил, и вы, допустим, идете к своему загородному деревенскому домику, который находится за лесом. И когда вы добираетесь до дома, вы чувствуете, насколько вы устали, как много на вас одежды, вы раздеваетесь и, допустим, идете принимать ванну. Вы ложитесь в ванную, включаете горячую воду, лежите в ней и ощущаете, как горячая вода все выше и выше заполняет ванну, и вы чувствуете тепло этой воды, и вы чувствуете, как нагреваетесь, как вода все больше и больше нагревает и расслабляет вас, как все ваше напряжение, вся ваша усталость уходит из вас в воду. И через некоторое время вы представляете, что вы ложитесь на свою удобную постель, на диван или на кровать, и вам хочется спать. Вы закрываете глаза и вы засыпаете. И здесь вам понадобится 3-я история. Допустим, представьте, что вы спите, и вам снится, что вы состоите из сахара. И вы погружаетесь в теплую воду. И чем дальше вы погружаетесь, тем больше вы растворяетесь. Вы ощущаете, как вас наполняет теплая вода, и ощущаете, как с каждым вдохом и выдохом вы, ваш сахар, ваше естество, ваши ощущения растворяются в теплой воде. Вы все глубже и глубже опускаетесь на дно, все больше и больше растворяетесь, пока не растворитесь полностью, пока вода не станет однородной. Теперь в данном состоянии вы имеете доступ к своему подсознанию.
Теперь вам нужно в каком-то виде получить ответы на интересующие вас вопросы, либо произвести какие-то действия внутри своей психики. Для этого, допустим, представьте, что вы находитесь в лесу, на холме или на пригорке. Вы стоите, и перед вами вниз идет какая-то тропинка. И вы начинаете по этой тропинке спускаться к своему бессознательному, к своей психике. Вы спускаетесь все ниже и ниже и чувствуете, что все ближе и ближе приближаетесь к своему подсознанию, с которым готовы пообщаться в виде чего-то. Через некоторое время представьте, что вы находите вход в какую-то пещеру своего подсознания, пещеру своей психики, и начинаете уже дальше спускаться по ступеням уже внутри темной пещеры. Все ниже и ниже, можете представлять, она освещена или нет, или вы двигаетесь на ощупь, или вы просто знаете, куда ведут ступени. И через некоторое время вы попадаете в какой-то зал, в помещение, где есть та самая дверь, где есть подсознание, которое готово в виде чего-то или в виде кого-то пообщаться с вами и ответить на ваши вопросы. Эта дверь сейчас заперта, но у вас в кармане есть ключ, который на 100% наверняка откроет именно эту дверь. Теперь сформулируйте ваш вопрос или просьбу, и когда будете точно знать, что вы готовы вопрос свой задать или озвучить свою просьбу, достаете из кармана ключ, открываете эту дверь и заходите внутрь. И дальше вы можете увидеть, в качестве чего, в качестве кого вам удобно пообщаться с вашей психикой, с вашим подсознанием, в качестве кого вам удобно представить ваше подсознание. Это может быть любой образ, любой человек, любое существо, любая субстанция, все что угодно. Это будет ваш образ, с которым вашей психике удобно с вами коммуницировать, отвечать на ваши вопросы. И вы формулируете ваш вопрос или вашу просьбу, когда вы получаете ответ, или вы получаете согласие на то, что да, например, дорогой или дорогая, я сделаю это для тебя, вы выходите из этой двери и возвращаетесь на холм в удобном для вас ритме, с удобной для вас скоростью. Можете наслаждаться этой дорогой назад. И когда вы вернетесь назад, вы можете, в принципе, либо сразу расслабиться, сразу забыть про все, либо провести обратный маршрут. То есть вспомнить, что вы находитесь растворенным в теплой воде сахаром. Потом через некоторое время вспомнить, что на самом деле это сон, и вы спите в своем деревенском загородном зимнем доме на кровати после того, как вы приняли ванну. Потом вспомнить, что на самом деле вы легли отдохнуть на песке на береговой линии. А потом вспомнить, что на самом деле вы находитесь там, где вы сейчас находитесь. Теперь вы можете отвлечься и получать удовольствие. Вот и все. С вами был Антон Махновский. До новых встреч.